Всем привет, друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале. Я не занимаюсь продвижением своего канала, я не блогер, но совершенно случайно я недавно выложил на своем канале видео, которое было снято мной на соревнованиях. Это судейское, необработанное черновое видео, без музыки, без всего. Выложил на канале и совершенно неожиданно для себя обнаружил через какое-то время более 1 миллиона просмотров. Я не знаю причину, почему так произошло, но мне кажется, что аудитория проявила довольно-таки живой интерес к этому виду. И я хотел бы раскрыть этот момент. Меня зовут Сергей Никулин. Я уже более 15 лет профессионально занимаюсь парашютным спортом, или, как его говорят, еще скайдайвингом. Из них более 12 лет я прыгаю бейс. И так повезло, мне так повезло по времени, наверное, по возрасту, что я оказался у самых истоков начала развития виндсьюта, виндсьютного движения, виндсьютного спорта. Сейчас уже можно сказать, что это как вид спорта, потому что ФАИ официально признала это. ФАИ — это Международная парашютная ассоциация, международная, все зацикливает на себе все виды. И официально это является видом спорта, по нему проводятся соревнования. А мы начинали практически с нуля. Мне за всю мою историю, не длинную моей деятельности виндсьютной, мне посчастливилось, можно так сказать, это действительно посчастливилось, пересечься со многими большими людьми, великими в этом плане, которые начинали, были пионерами, производителями в этом виде деятельности. Такие люди, как Валерий Розов, Глеб Воеводин, Роберт Печник, Стана, Тони Урагала, Эспен. Вообще ребята из Soul Flyers, французики, когда они только начинали, первые, они для нас были идолами. Мы смотрели, захлебываясь в запой, эти видео, как они летали вдоль склонов Проксимити. Такие Льюик, он приезжал, он организовывал буги в 2006 году у нас. И, для нас это было просто счастье. В 2007 году приезжал Роберт к нам с Джеймс Буллом. Организовали первые вообще в истории соревнования по GPS Performance. Это на скорость, таких не было. Я помню, когда мы ездили на первый рекорд, американцы организовали первый рекорд в Америке. И с России поехало только 3 человека, потому что, по сути, было больше с России некому поехать. Поехал Валерий Розов, Глеб Воеводин и я. Мы были на первом сюте, это был 69 человек, по-моему, или 68, первый рекорд. И мы поехали втроем. Был жесткий отбор. Это действительно история этого вида. И что еще сказать? А я с этими людьми пересекался Они до сих пор, это производители. Мы сами придумывали себе правила соревнований. Сами их потом модернизировали. Сами вносили изменения, испытывали. Я был у Тони в Америке, у Тони на фабрике Тони Сьют. И было забавно наблюдать, как Тони прибегал, сделает прыжок, прибегает, что-то вставляет со своего виндсьюта в швейную машинку, строчат, опять одеваются, бегут, опять прыгают, опять прибегают, опять что-то строчат. Это буквально происходило в течение 15-20 минут. У него был оператор Гарри, и я это наблюдал. Мы приехали с Валерой Розовым у Тони шить для его большого проекта прыжка с Эвереста, самый высокий бейс-прыжок, он планировал, он этим жил в то время. И мы приехали шить специально костюм для этого события. И мы были у Тони на этой фабрике, я наблюдал, Валерий было не до этого, я наблюдал, как Тони это все придумывал, шил. Действительно, они это люди, которые болеют этим, они всю жизнь посвятили этому виду. И они до сих пор
этим занимаются до сих пор. С Робертом я вот буквально 2-3 месяца назад пересекался в горах в Италии. Он до сих пор что-то шьет, что-то придумал. Это уникальные люди на самом деле. И вот эти все люди, они были пионерами. Они сами придумывали, сами шили, сами же испытывали эти костюмы. И вот за эти 15 лет винсьюты настолько преобразились, настолько поменяли технологичные свои свойства, что вот, ну вот, я вам могу показать пример. Вот это вот один из первых вот этих винсьютиков, которые, это производство Роберта Печника. Он начинал их шить, он привез их к нам на первые буги. Мы их называли носовыми платками. И вот что получилось примерно через 10-15 лет. Вот вы можете сравнить. Я сейчас вам покажу. Вот в чем сейчас летают современные пилоты. Вы можете смотреть, сравнить разницу. Это вот тоже производство Роберта. Поэтому и так оказалось, и никто не знает из аудитории, как это все развивалось, как это делалось, как испытывали люди. Естественно, это, можно сказать, потом и кровью прописано все, вот этот путь развития прошел, как любой прогресс, как пилоты, авиация, космонавтика и так далее. Тут чуть-чуть период покороче, но произошли огромные перемены. И я бы хотел рассказать вот в дальнейших своих блогах, как это все развивалось, какие люди за этим стояли. Потому что сейчас, смотря в YouTube ролики, ну, например, как летит человек в винсьюте в горах, между деревьями и так далее, люди, наверное, а кто там под этим костюмом, кто под маской скрывается, под шлемом, кажется, что там какой-то монстр сидит, и в котором просто кипит в крови адреналин, и он немножко сумасшедший, больной человек. На самом деле это обычные люди, у которых есть семьи, работа, которые с удовольствием вечером сидят на диване с бокальчиком вина и читают книгу. Поэтому, если у меня получится, я хочу в дальнейшем на своей странице раскрыть такое закулисье этого вида спорта, с самого начала поведать историю, как это все развивалось, в лицах, с этими людьми, как они происходили. Я с ними, со многими сталкивался, с этими людьми. Может взять у них интервью, если они согласятся. Вот такое у меня желание, и ожидайте новых материалов, новых видео, подписывайтесь, если вам это интересно. Я сделаю все от меня возможное. Все, до новых встреч, спасибо, друзья.